Ёлки-моталки, что происходит с этими автомобилями? За сегодня только на наших глазах этот Opel сломался дважды. Охренеть. Это постанова точно. Давай, детка, зеленок не хватит у меня. Брат, ну принимай. Тебе проблем в жизни не хватало, похоже, да? Я обожаю Opel. Но Opel хлам все равно. Не, уровень есть. Что-то заклинило. И уедешь ли ты вообще отсюда на этой машине, теперь вообще не факт, потому что это Opel. Народ, всем привет! Ну что, сегодня у нас, как ни странно, второй раз подряд Opel. И это Opel Astra, как и была в тот раз. Та синенькая была замечательная Astra, с которой мы немало поковырялись, вы уже смотрели это видео. А сейчас у нас красная Opel Astra и Юля, которая попала на гигантскую сумму и хапнула кучу проблем с этой тачкой. Короче, будет интересно. Поехали! Вы, наверное, уже обратили внимание, что уже вечер. Сейчас время 6, там, половина седьмого, а мы только начинаем. Просто потому, что, как ни странно, но Opel сломался. Opel сломался, даже приехав сюда на обзор. Я даже не знаю, это фейспалм сплошной так. А сейчас вы узнаете, что же было на самом деле, что именно сломалось, а уже потом будет сам обзор на эту тачку. Она горит, блядь. Да она не горит, это... Ох ты. О, ремень. Новый ремень, кстати. Охренеть. Ну а что? Короче, мы здесь надолго, походу. Ты счастлива? Я очень счастлива. Я обожаю Opel просто. Это постанова точно. Как можно было прям в тот момент, когда он порвется, снимать? Так же не бывает. Паленой резиной воняет. Понятное дело, что раз я не видел самого процесса обрыва ремня, но раз он стоял в момент, когда порвался, скорее всего, что-то заклинило. У нас два варианта. Либо это компрессор кондиционера, либо это генератор. Да, компрессор кондиционера сдох. Вторая Astra и та с кондиционером. Ёлки-моталки, что происходит с этими автомобилями? Компрессор кондиционера заклинивший, а значит, скорее всего, надо менять. Потому что дело не в муфте, скорее всего, а в самом компрессоре. И тот хруст, который был, когда я изначально эту машину смотрел, когда она только приехала сегодня, вот результат. Хрустел, наверное, подшипник на компрессоре, а сейчас его окончательно заклинило. Короче, какой смысл читать автомобиль лаунчем, если явно есть дефект в том, что сейчас не работает кондиционер. Точнее, не работает компрессор, из-за чего порвался ремень. Компрессор бэушный можно сейчас найти, да. Фазовращатель по впуску. И вентилятор. Но вентилятор при этом работает, не работает, надо еще посмотреть. Самые неприятные ошибки у нас это по фазам, как я понимаю. Ты приехала с одной проблемой, мы сейчас получили другую, гораздо более глобальную. И уедешь ли ты вообще отсюда на этой машине, теперь вообще не факт. Тебе проблем в жизни не хватало, похоже, да? Теперь у тебя их будет с достатком. Короче, надо залезать на сайт и искать компрессор на Opel Astra H. Причем система-то у тебя под давлением, это значит, что надо еще выкачать газ, скинуть морду, поменять компрессор, натянуть новый ремень, собрать, закачать газ. Супер, я поехал. Ну что, выдвигаемся? Вообще сама ситуация, тащить сейчас Opel на трассу, еще за рулем едет девочка, которая как бы не особо-то умеет и любит ездить за рулем на трассу. Я прям очень переживаю. Она, я думаю, знает, что у нее тормоза сейчас станут дубовыми, и что ей сейчас будет гораздо тяжелее рулить. Ну ладно, хорошо. На самом деле в этой тачке очень сложная судьба. Ее вот купила Юля у перекупщика. Опять привет, перекупы. Расскажите, пожалуйста, какие хорошие автомобили вы продаете.
узнал на свою голову историю. Оказалось, что предыдущая владелица продала перекупу эту машину сгоревшую. Сгоревшую не сильно, под капоткой так погорело у нее неплохо. У нее ошибки по фазвращателям, по обоим. На Opel, на моторе Z16XR. Окрашена она очень плохо, поэтому краска облазит везде, практически крашена левая бочина. Но сильных ДТП не было. Последствия, на самом деле, возникают не только в этом. У нее какой-то трабл с проводкой, именно поэтому она вообще и приехала сюда, чтобы мы сейчас разобрались с проводкой. Едем в сервис, оживляем и посмотрим, насколько же попала Юля. Смогу ли я Opel затолкать в однёху? Мне прям даже интересно. Давай попробуем. О, Паша, не помогай. Давай, смотри, что. Давай, детка, селенок не хватит у меня. Не хватает, уйди, я сам все затолкаю. Смотри, что, блин. Ох, брат, ну принимай. Сейчас, 5 секунд. Левее. Левей. Все ровно. Умер кондей, и смотри теперь что. Они вот эту трубку уже варили. Она говорит, она была чистая. Вот тебе и масличко уже. Паянная трубка опять течет. Катала там нет, но ошибка не по сигналу с нее, а по питанию. Обрыв. Кстати, обманки нифига не стоит. Катала здесь нет, она сказала, но обманки, смотри, не стоит никакой. Здесь поблизости все в порядке, я думаю, если сейчас что-то и есть, именно с проводкой, если не касаемо лямбды, а именно проводки, то это все выше. А ты давление масла подключил обратно, да? А он оторван был или как вообще? Капот оказался действительно тем же самым, его просто покрасили. Юля узнает о том, что это тот же самый капот примерно через полгода, год, когда начнет краска облезать, потому что на горелом металле краска не будет держаться, ничего с этим не поделай. Вот чистый палец и вот следы, вот так они выглядят. Вот черные следы, вот это копоть, и белые следы это порошок огнетушителя. Ну что, мы заправляем газ, уже компрессор поменяли, поставили новый ремень, причем купили его за 600 рублей, блин, поблизости другого не было. Они за 400, как можно было, в принципе, если бы постарались найти. Времени нет искать. Вопрос не в этом. Мы нашли новое место утечки фреона. Газ сейчас заправляем, но толку особо нет. Когда скачивали газ, скачали всего лишь 200 грамм. Соответственно, полный объем у него 475 грамм. Сейчас мы их опять туда закинем, все в порядке. Однако... Я не знаю, я думаю, что скоро кондей так или иначе у нее сдохнет, потому что ей надо пропаивать эту трубочку еще раз. Будет ли она этим заниматься сама там или где, в общем, Астра доставляет кучу геморроя, даже учитывая то, что мы ее вроде бы сейчас ремонтируем. Пока мы ездили с Юлей за ремнем, мы вместе с ней прокатились как раз на отличной Toyota Camry, которая не имеет таких проблем, как эта Астра, при том, что она старее ее на 6 лет, и пробег у нее в 3 раза больше, но это ладно, просто не в этом. Самое интересное в том, что... Юля уже мне пожаловалась, то, что она вложила в эту тачку кучу денег, но я ей примерно накидывал, сколько денег ей еще придется вложить. Она удивлена и очень расстроена. Сейчас мы, наконец-то, я думаю, перейдем к тому моменту, когда мы осмотрим сам автомобиль, я более-менее про него расскажу. В общем, то, ради чего мы сегодня собрались. Кто из вас готов купить тачку перекупа, который после этого выключит телефон, добавит вас в черный список, ну или сделать все, что угодно, чтобы вы не звонили и не рыдали ему в трубку, не говорили: верни мне деньги, забери обратно эту тачку. Юль, ну прости, но это так. Надо танцевать, когда такую тачку продаешь кому-то. 280 тысяч рублей. 280. Ну, на самом деле, Opel Astra за 280 это вот нечто подобное. Astra сзади, весело себя чувствует. Наконец-то, первый раз в жизни, наверное. Хотя, по сути, что мы сейчас сделали? Мы
вернули то состояние, в котором она, по сути, приехала. Хотя все-таки до этого гремел компрессор, сейчас не гремит, это хороший компрессор, получше попался. Вопрос не в этом. Все эти поломки, частично это все из-за возгорания. Например, я думаю, что компрессор все-таки у нее приехал, ну, на этих Астрах и так-то приезжает, это такое больное место. Но я думаю, что перегрев ему тоже нанес определенный урон. Хоть он и находится возле выпускного коллектора, но когда там произошло возгорание, оно было именно возле выпускного коллектора. Я думаю, что компрессор поплыл немного. И все. Вот привет. Говорить, конечно, что здесь Opel хлам, однозначно это неправильно, но Opel хлам все равно, блин. Горит давление масла. Ну, охренеть тебя, Перекуп, спасибо, скажи ему. Я подкидываю обороты, смотри. Оп, погасло. Короче, у тебя недостаточное давление масла на холостом ходу. У тебя с собой есть заливка, если что? Да. Дергай капот. Когда Антох ковырялся в машине, он заметил, что оторван датчик давления масла, и он его подключил. Не, уровень есть, что тут долго думать. А у тебя до этого же не загоралось давление масла на ней, да? Вот, то есть лампочка давления масла вообще же не загоралась. А вот теперь загорается, все понятно. Но масленка это уровень. Охренеть. Короче, едем туда, там снимаем обзор, едешь домой. Старайся держать побольше оборотов, чтобы лампочка не горела, хотя бы минимально достаточно создается. Ох, блин, я чую. Вот как люди, как вам не стыдно, люди? Как? Вы же сами делаете все, чтобы вас ненавидели. Ну подумайте, вот девочка, она же отдала 280 косарей. Это, по сути, капиталка мотора. У нее мотор жрет масло, у нее гремят фазвращатели. Жрет масло он по простой причине, что у нее залегли кольца. И такой пробег, это нормально. Ресурс этого мотора 300 тысяч километров. 250-300 он больше не ездит за 16 XR. Больше он ездит только в исключительных случаях, если по трассе там, блин, на круизе мотаться. А именно, если по городу 300 тысяч край. У нее больше 200 тысяч пробег. 40, наверное, минимум ей это обойдется. 40, 50 даже скорее это обойдется ей этот ремонт. Почему Camry? Вот это вот вы говорите, Opel надежная машина. Кто это говорит? Вообще плюньте себе в лицо. Я не знаю, как это возможно, но плюньте. Вот вверх плюешь и ловишь обратно свою слюну. Потому что вот Camry, вот пробег полляма. Блин, но здесь никто мотор не трогал. Вообще не лазили туда и все в порядке с ним. Почему там? Почему на той машине он уже сдох? Потому что это Opel. И когда кто-то говорит, что Opel надежная машина, да это полнейший бред просто. Вот посмотрите. За сегодня только на наших глазах этот Opel сломался дважды. Ну офигенно, она же на этой машине ездит. Сколько уже проехала? И сколько еще бы проехала, если бы мы не подключили его? Что же такое купила Юля? Я на самом деле уже заколебался. Мы за весь день с этой машиной уже столько натерпелись. Была у Юли Chevrolet Lachetti. Был автомобиль вполне неплохой, я на нем ездила, радовала жизни. И решила что-то поменять в жизни в лучшую сторону. И думает, дай-ка я куплю себе Opel Astra. Точнее, даже не так. Она не хотела Opel. И все ее друзья отговаривали от Opel. Так и непонятно. История умалчивает, она сама объяснить не может, почему она купила Opel. Вроде посмотрели, вроде ничего. И чел говорит, ну, он, естественно, он не сказал, что он перекуп, он сказал, что он нормальный человек, владелец, оформлен на жену, подруги, собаки, третьей тещи своей. И после этого у нее начался геморрой. Она уже вложила в нее кучу денег, у нее не работал кондиционер, ей сказали, надо всего лишь заправить. Оказалось, что сдохла трубка высокого давления. Это вполне нормально, ведь это Opel, на нем гниет все, даже пластик, это вообще в порядке вещей. Приезжают в сервис и говорят, слушай, мы тебе сейчас запаяем ее, и все в порядке. Окей, точнее, ей все разобрали, она съездила, ей запаяли эту трубку, и вроде бы все было бы неплохо, однако вот сейчас происходит такая ситуация, что трубка опять начала сопеть, опять из нее гонит масло, а значит, что, скорее всего, эту трубку надо будет либо еще раз паять, либо менять по-хорошему. Перекуп. После того, как она им позвонила, предъявила что-то, а он, естественно, сразу слился, выключил телефон, и Юля осталась один на один с своей проблемой. И с кучей друзей, которые ее по этому поводу троллят. Это нормально. Если вы покупаете Opel, а еще тем более такой, то вас будут троллить. Вся бочина этого автомобиля крашена, крыло китайское. Короче, причем покрашено отвратительно.
судя по входным данным этого крыла, его просто красили не в камере, а где-то в гараже, потому что все крыло покрыто пылью, плюс перемешку с пузырьками. Вот такие вот пузырьки возникают, такое действительно бывает, и я думаю, что здесь проблема была именно в этом. Красили где-нибудь в гараже, без камеры, без подогрева какого-либо, без необходимой температуры, поэтому вот такой у нас результат. Адский. Машина сделана просто ужасно. Значит, заднее крыло у нее тоже окрас. Это крыло тоже окрас со шпаклей. Шпакля здесь потрескалась, все везде убого и ужасно. Ладно, хрен с ним. Про кузов я уже миллион раз говорил. Капот, кстати, вот стоит посмотреть, капот очень хреново сделан. Самое главное в этой тачке не это. Вот она взяла эту машину, да, по сути, если она сейчас не будет попадать в ДТП. Кстати, эта тачка реально не была в серьезном ДТП. Если посмотреть, у нее нет нигде каких-то тотальных моментов. Это второй раз, вот как в той ситуации с Гольфом, то же самое. Там не тотал, и здесь не тотал. Но не тотал не значит, что это хороший автомобиль. Нет такого, что есть тотал, есть нормальная тачка, а между ними ничего нет. Вот между ними вот такие вот состояния автомобилей. Что же с этой тачкой произошло и как об этом узнала Юля? Юля просто посмотрела в ПТС предыдущую владелицу, нашла ее каким-то образом ВКонтакте, написала ей. И та ей рассказала о том, что же было с этим автомобилем и почему она его продала. Оказывается, эта тачка горела. Вот вы сейчас видите фотки о том, в каком она была состоянии, когда она горела. Это еще одна отсылка к классным сервисным ребятам. Как вам могут отремонтировать тачку на сервисе. Причем не просто отремонтировать, а просто сделать ТО. Значит, она заехала на ТО, ей поменяли фильтр и забыли тряпку масляную на коллекторе. Девочка уехала, поездила, где-то коллектор нагрелся, тряпка загорелась, подкапотка вся начала гореть. Это жесть. На самом деле она горела не очень долго, ее быстро потушили. Как именно тушили, к сожалению, я не знаю, но фотографии результата у нас есть о том, как этот автомобиль выглядел после всей этой ситуации. Загорелся Opel не по своей личной беде, не потому что это Opel, не потому что где-то что-то замкнуло, нет, а потому что наша рука жопы не умеет правильно тачки обслуживать. Что делать девочке? Она может ее отремонтировать, но это очень дорого, накладно, вдруг кинуть в сервисе, она решила ее продать. Эта тачка была куплена перекупом за 165 тысяч. Причем перекуп приехал, сказал, естественно, как они все лепят. Он такой, да нет, я беру ее для себя, мне нет, не на продажу, я не перекупщик, все в порядке. Девочка ее продала, и вот сейчас ей звонит Юля, спустя там какое-то время, полгода, наверное. Звонит Юля и говорит, слушай, вот такая ситуация, купила твою тачку. Так говорит, блин, он же засранец говорил, что он не перекупщик. Ну, короче, оказалось, это перекуп. Вот вы говорите, перекупы хорошие люди, я вот честный перекуп, зло перекупы. Вот они, вот такие вот это люди, которые врут одному, врут второму. Узнала, естественно, всю эту ситуацию жестокую, приехала сюда, давай, говорит, отснимем видос, тут жесть вообще с тачкой. Она приехала сюда и сдохла у нее тачка. Сегодня она вложила в нее еще 8 тысяч рублей, и это по-божески, потому что гораздо дороже бы все это стоило, если бы она это делала где-нибудь в Калуге. Здесь ей просто очень дешево всю эту работу провели, ну реально. За 8 тысяч рублей поменять компрессор, учитывая скачку и закачку газа, это довольно дешево. Сейчас в эту машину вложено 28, ну пускай 30 тысяч рублей, там, учитывая еще какие-то затраты возможные, они были. Она точно не помнит. Что сейчас представляет из себя этот автомобиль? Это тот же гниющий, ржавеющий Opel, по всем аркам, там везде все облазит, хреново покрашенный. И причем капот, кстати, самое интересное, вы видели на фотках, как он выглядел, и были подозрения, меняли его или нет, мы убедились в том, что его не меняли. То есть капот просто покрасили. И примерно через полгодика Юля узнает о том, что это действительно было так, потому что у нее начнет отваливаться краска, от этого никуда не деться, на горелых деталях, что бы вы ни делали, не будет держаться краска. Этот мотор прямо просится на капиталку. Почему? Потому что помимо всего прочего, что здесь есть, то есть, а именно давление масла, у нас есть проблемы с фазвращателями. Вообще, опелевские моторы, вот этот вот Z16X и R на фазвращателях, это отдельная тема. Я прям обязательно сделаю на него обзор. Очень скоро выйдет обзор на Astra J, где я прям расскажу детально про этот мотор и почему я ненавижу GM за этот двигатель. Фазвращалки сами поменять их клапана так или иначе. Маловероятно, что клапана надо будет оставлять, потому что по-хорошему на клапанах также имеется выработка, и лучше бы их поменять заодно. Помимо этого, тачка жрет масло, а значит кольца компрессионные, маслосъемные колпачки. Если не делать капремонт, если не растачивать его под ремонтный размер и не втыкать сюда ремонтные поршня, то минимум хотя бы поменять компрессионные маслосъемные кольца. Юля вон сидит и скучает, потому что она представляет себе, сколько денег сейчас это обойдется. Обойдется это, ну, по-хорошему. Изначально, если речь шла о 50 тысячах рублей за работу, то может быть уже вылезти и больше. 50-70 может уже вылезти капремонт этого мотора в зависимости от сложности и от глобальности его. То есть его надо разбирать, дефектовать, смотреть, что надо менять, и после этого это делать. Я бы не удивился, если бы увидел у тебя здесь еще, Юль, масло
в антифризе, потому что теплообменник на этих тачках также страдает, но здесь все с ним в порядке, поэтому хоть одна проблема тебя обошла, но это временно, не переживай, однажды ты его тоже поменяешь, если будешь ездить дальше на этом Opel. Трубку кондей ты так или иначе поменяешь. Сегодня мы заправили в нее 475 грамм фреона. Так как у нас гонит отсюда масло, все это заметно, значит, фреон также отсюда откуда-то подсывает, а на Opel трубки гниют, на Opel гниет все, даже трубки кондиционера гниют, неважно, где они расположены, а значит, что Юля попала еще и на замену трубки. Самое интересное, что катализатора здесь нет, в принципе, что неудивительно, при таком пробеге, сама Юля об этом сказала. И ошибка идет по второй лямбде, соответственно, недостоверный сигнал второй лямбды. У нас два варианта решения этого вопроса: ставить обманку и смотреть, не будет ли вылезать после этого ошибка, или ставить катализатор, что глупо, поэтому этого делать никто не будет. Вот вы говорите, а нахрена нужны ваши услуги? Нахрена вообще мне обращаться к специалистам, ведь я сам, как универсам, я сам все могу. Я сейчас посмотрел там где-то видосов, и я сейчас все это буду знать без проблем. Вы можете увидеть, что на этом Opel крашены, например, крылья, даже без толщиномера, крашен капот, это вообще слепому даже видно. Бочина, окрас, крыло, окрас. Вы такие думаете, ну блин, ну крашена она там, ну есть крашеные элементы. Посмотрите здесь, ну вроде в ДТП серьезных не была и так далее. Как бы, станет ли это причиной отказа? Не знаю, за 280 тысяч рублей это не такая большая сумма. Я бы, например, не отказался из-за такого количества окрасов. Тут раз, два, три, 4, 5, 6 элементов крашеных, не считая бамперов. Ну, как бы плохо, но ценник-то какой хороший, сладкий. 280 тысяч рублей. Это вообще копейки, я скажу, для такого автомобиля в принципе. Понять, например, что в этот автомобиль требуется большие вложения, чем только всего лишь внешний вид, это уже не всем дано. И более того, для этого надо быть хоть каким-то специалистом. И вот вы говорите, я плачу там, за что мне платить там 2, 3, 5 тысяч рублей кому-то за проверку автомобиля? Да вот за это. Вы заплатили 2 там, тысячи рублей, 3 тысячи рублей и не попали, например, там на 100 тысяч рублей. Причем, если у нас есть видео, где Ольга с Гольфом, там она тоже попала примерно на ту же сумму, что и здесь, но там чуть побольше она даже попадет, потому что это Volkswagen, он дороже в ремонте. Самое интересное, что потом у нее будет Volkswagen с резаным крылом, но в остальном неплохой Гольф, довольно неплохой, с пробегом 150 тысяч километров. А после того, как здесь все сделает Юля, у нее будет старая Астра, блин, ржавая, местами уже гнилая, горевшая в прошлом, с кучей косяковых ремонтов, потому что эти ремонты восстанавливать точно смысла нет. Там ремонт хреновый, но он лучше, там держаться хотя бы будет. Все вот это, все эти проявления, все. И это будет старый Opel на механике, в плюшевой комплектации, с плюшевым мотором и красный цветом. Цвет красный самый неликвидный, хоть это и девчачий цвет, но это самый неликвидный цвет, поэтому этот автомобиль уже не может стоить так много, как 280 тысяч рублей, зная все эти косяки. Есть еще одна проблема, а именно плавание оборотов. Поэтому, чтобы сейчас Юля еще успела уехать к себе в Калугу домой, мы займемся тем, что промоем ей дроссель. Вот как-то так. Я уже в сотый, тысячный, миллионный раз говорю, не экономьте, чтобы не покупать себе такие тачки, потому что если вы их перестанете покупать, то перекупы не смогут их продавать. И они погорят на своем черном и конченном бизнесе. Всем пока. Я мыть дроссель.